YouTube полностью отключил монетизацию в России. Я думаю, вам не раскрою, да, глаза на эти новости. Я думаю, вы сами в курсе того, что происходит сейчас вообще в in Russia, как говорится. Ничего хорошего, если коротко, да, говорить. Короче, отключили монету для российских зрителей, то есть с просмотров российских зрителей, с просмотров из России. Давайте поговорим, почему это было сделано, сколько это продлится, и конкретно расскажу про свои цифры. Отдельно будем отвечать на разные вопросы касательно, что с этим делать дальше, есть ли какие-то до сих пор способы монетизации видео на YouTube, и почему YouTube превратился в Instagram. Итак, давайте сперва покажу вам вот такую информацию. Это доход на моем YouTube-канале на сегодняшний момент. Итак, это данные за одну неделю. Средние данные видите вы, да? Вот доход за 1000 просмотров. Как будто бы $1,5. И это, может быть, кто-то мог бы назвать это даже хорошими цифрами, но не я. Потому что на моем канале $1,5 за 1000 просмотров — это давно такого я не видел, друзья мои, давно не видел. И давайте посмотрим, сколько же сейчас. Это данные за неделю, это самый минимальный промежуток, который можно указать. Итак, давайте посмотрим, сколько за вот последний день, когда статистика прогрузилась. Это 18 центов. 18 центов за 1000 просмотров на YouTube-канале про деньги, про инвестиции, про финансы, про финансовую грамотность. Это мой основной канал, это не тот канал, который вы смотрите сейчас. То есть статистику показываю с него, потому что очевидно, что на этом канале Just про YouTube здесь у меня нет монетизации подключенной. Вот. Но тем не менее, на нем можно зарабатывать, и я про это уже снимал видеоролик. Кто не смотрел, смотрите, да, ссылочка будет в описании. Наверное, если мне не будет лень. Если станет лень, и я не прикреплю ее, то пишите в комментарии. Что, попросите меня, да, напомните об этом. Итак, почему могла произойти вот эта процедура отключения России от монетизации? Я думаю, многие из вас, у кого не отключена монетизация, не монетизация, извиняюсь, блокировщики рекламы у кого не стоят, короче, на мобильных приложениях, там, на десктопе и так далее, вы, когда заходили на ютубчик, смотрели каких-то своих коллег, возможно, да, по цеху, возможно, какой-то другой контент, который вас тоже интересует, и вы замечали там очень много военной рекламы. Да, военной рекламы, пропаганда и с нашей там стороны, да, какая-то была, по-моему, и со стороны там других стран. Я думаю, вы сами понимаете, о чем я говорю. Короче, было очень много рекламы, направленной на российских зрителей. И ввиду того, что Ютубу не особенно-то выгодно отказываться, да, от нашего рынка. Мы там вроде как в топ-5 стран находимся по просмотрам, потому что все-таки 120 у нас миллионов, да, или сколько, или больше уже, или меньше. Напомните в комментарии, напишите, я не очень силен как бы в этой статистике. Короче, очень большой рынок. И не самые низкие ставки, да, хочу как бы заметить, не самые низкие. Я когда-то, по-моему, снимал видеоролик про монетизацию в разных странах, и там приводили, значит, цифры, что, ну, у нас, конечно, да, гораздо меньше ставка за 1000 просмотров в сравнении с той же Америкой, где уровень жизни, где уровень людей, зрителей, да, вообще больше. Уровень счастья, в принципе, больше. Наверное, на этом тоже основываются, да, вот эти все показатели. Короче, ставки значительно меньше в России, но, тем не менее, они не такие низкие, как в какой-нибудь Индии, да, например, где уровень жизни там еще ниже, чем у нас. Сейчас я даже сомневаюсь, может быть, даже там лучше живется, черт возьми. Короче, решили отрубить монетизацию, чтобы, я так понимаю, это было сделано, чтобы не блокировать YouTube совсем. И почему не могут заблокировать YouTube совсем? Потому что на YouTube базируется достаточно много каналов, много ведущих,
которые, так скажем, вещают ту повестку, которая нужна, сами знаете кому. Вот. Я ничего против не имею, упаси боже, да. Просто если бы YouTube блокировал каналы отдельных пользователей, так скажем, неугодных, да, то с нашей стороны была бы полная блокировка YouTube в России. Так же, как поступили с Фейсбуком и с Твиттером. Да, там, естественно, платформа не шла на поводу у там, того же Роскомнадзора, наверное, да, или я не знаю, кто это продвигает, ну, наверное, это он, вот, блокировки. Короче, Твиттер и Фейсбук не шли на такие условия, и их решили полностью деактивировать для российских пользователей. Конечно, остается доступ через VPN, это, никто не спорит, пожалуйста, можете найти там гайды какие-то в интернете, если и на них не заблокировали доступ. Не агитирую, если что. Поэтому было вот решено отключить от монетизации только лишь, но сохранить возможность публиковать контент такой же нейтральный, например, как на моем канале, или с той повесткой, которая нужна там определенному кругу лиц. Вот, и их оппонентам тоже. Поэтому YouTube продолжает работать в России. Это пока, да, то есть что будет дальше, неизвестно. Я тут не могу вас ни пугать, как-то не обнадеживать, потому что сам просто ничего не знаю касательно того, что будет дальше. Какие санкции и ответные санкции последуют в отношении YouTube. Но я хочу сказать единственное, возвращаясь к тому, почему YouTube превратился в Instagram. Кроме монетизации на самой платформе, которая идет непосредственно от рекламной платформы AdSense, Google AdSense, где рекламодатели приходили в этот кабинет, размещали свои материалы, и они уже в дальнейшем публиковались на тех каналах, которые на YouTube вы смотрите. На моем канале в том числе, да, какая-то реклама там, какая-нибудь, не знаю, Яндекс.Лавка там или Тинькофф Инвестиции тот же самый, да, то есть на эти рекламные объявления выделялся рекламный бюджет, его нужно было осваивать, и вот таким образом, в том числе через Google AdSense, различные компании, продукты продвигались. Сейчас этого нет. Но есть альтернативные методы, как зарабатывать на YouTube. Не помню, был у меня ролик или нет, что-то я как-то уже сомневаюсь. Ну, давайте повторим, что ли, да, запишу ролик еще один, почему не стоит все-таки бросать YouTube. И продолжать снимать. Да, если, конечно, это не единственный ваш источник дохода, если вы кормились, так скажем, да, или это была существенная статья вашего дохода непосредственно с рекламы на AdSense внутри YouTube, то, конечно, ребята, нужно адаптироваться, да, нужно адаптироваться к меняющимся условиям. Это реалии современного мира. То есть я тут, наверное, вам Америку не открою. Нужно бежать. В современном мире нужно бежать. Если ты идешь, то ты уже не успеваешь. Вот, поэтому, возвращаясь к тому, почему YouTube стал Инстаграмом, да, не в том смысле, что там вертикальные видеоролики, да, это, конечно, тоже Shorts, это тот же самый формат, как и в Инстаграме. Но я хочу сказать, что в Инстаграме встроенной монетизации нет, насколько я знаю, да, либо она не очень распространена, потому что я про это не знаю, вот, я про это не слышу. Про монетизацию внутри TikTok, да, она есть, она существует, но уже, к сожалению, не для россиян, потому что TikTok из России ушел. Вот, и насколько я понял, ролики загружать туда из России нельзя. И не помогает в этом VPN. Поэтому, кто работал с TikTok из России, ребята, сочувствую. Посочувствуйте мне тоже, потому что я работал с YouTube, зарабатывал на нем. И что остается, да, вообще, как работает Инстаграм? Там есть, соответственно, рекомендательная сетка, вот этот алгоритм, да, который предлагает людям посты, Reels, да, как формат, как Shorts на YouTube. Это все очень
хорошо работает на набор аудитории, то есть через рилсы в последнее время начали много достаточно начинающих каналов набирать, быстренько набирают подписчиков, потом запаковывают какие-то свои там знания, может быть, даже неполноценные, в какой-нибудь курсик, тысяч за 10 так рублей, и продают это дело. То есть, хоть и нет монетизации внутри самого Инстаграма или Фейсбука, другими словами, есть возможность продавать свои услуги, консультации, продукты какие-то, картины, да, там, не знаю, коучинг вести через Инстаграм. Это все существовало и раньше. И, может быть, я вам открою даже секрет. Достаточно много авторов, кто работает только на Инстаграм, и у кого не было YouTube-канала, сейчас они, наверное, ликуют просто, да, если у них есть какой-то свой продукт, который не коснутся вот эти санкции в полном мере, да, они не потеряют, например, большое количество своих там покупателей, клиентов и так далее. Им это на руку, потому что, ну, конечно, те, кто смотрел YouTube, они пока что тоже, наверное, в такой эйфории, обычный зритель, да, не авторы, потому что фактически YouTube предоставил всем пользователям из России бесплатный YouTube премиум. Понимаете, да? Рекламы нет. У всех людей, кто заходит в YouTube сегодня, через мобильное приложение, через компьютер и так далее, у них нет рекламы. Раньше, чтобы такое было, нужно было приобретать YouTube премиум. Я не знаю, сколько он стоит, потому что мне это не актуально. Вот я все-таки меньше смотрю YouTube, чем произвожу контент. Производил, наверное. Вот. И таким макаром люди, которые продавали в Инстаграм, они просто продолжают это делать. И я это замечаю по своим знакомым. Вот и все. Пока что, опять же, да, тот Инстаграм не заблокировали, хотя он принадлежит Фейсбуку, и это несколько странно, как будто вы не доделали дело, да, ребята там из Роскомнадзора. Я не нагнетаю, конечно, но это просто как-то странно. Ладно, пускай Инстаграм оставит в покое, возможно, и я даже туда перейду. не могу как бы зарекаться касательно этого. Но сам факт, что возможно зарабатывать на платформе, у которой нет встроенной монетизации, хотя бы за счет там интеграций от прямых рекламодателей, какой-нибудь, не знаю, Яндекс там или Золотое яблоко, вот косметика, да, то, что мне в голову пришло, я не знаю почему, просто видел у кого-то сторис Золотое яблоко. Какие-то продукты, да, там, помады, не знаю, почему-то мне женские всякие товары лезут в голову. Ну, короче, это может быть все что угодно. И удочки там, и, не знаю, автомобили, да, это окей. Но другое дело, что те же авто, сейчас, ребята, цены, если еще не подскочили, то подскочат очень жестко. Да, по-моему, уже подскочили. Возьмите в пример те же айфоны. Как бы вот такая печальная ситуация с монетизацией, встроенной от Ютуба, но не все потеряно. И это не все потеряно, оно будет работать только в том случае, если у людей будут деньги. А это далеко не факт. Поэтому мы увидимся с вами в следующих видео на этом канале. Подписывайтесь на него. Подписывайтесь на этот же канал в Яндекс.Дзене. Я продублирую ссылочку, конечно же, да, вы меня будете просить об этом. Ну, я сделаю все сам. Продублирую, ссылочка будет в описании к этому видеоролику на Яндекс.Дзен, чтобы там хоть какую-то копеечку, да, я мог получать за ту информацию, которую буду вам предоставлять. Курсы никакие я в ближайшее время не планирую, поэтому не бойтесь, все будет нормально. Будем вырываться, я бы так сказал, из этой задницы, которую нам подсунули нехорошие люди. Будем адаптироваться под меняющиеся условия и стараться не унывать. Всем пока.